Объявился однокурсник, с которым не было связи лет 20, если не больше. Набрел в интернете на мои байки и догадался, что это я. Выбрали с ним время, чтобы поностальгировать, устроили видеоконференцию с бутылочкой по каждую сторону монитора. «Как сам-то?» – спрашиваю. «Как дети, как Оленька?» «Оленька – это Володина жена, тоже с нами училась. Ой, у них была такая любовь на старших курсах, стены тряслись. В буквальном смысле тряслись. Соседи по общежитию свидетели. Сам в порядке. Дети молодцы, внуков уже 3, 4 запланирован. А Оленька умерла. Ой, извини, пожалуйста, не знал. Ничего, это в целом позитивная история. Жили долго, счастливо и все такое. Она, когда заболела, сын еще в 9 классе учился, дочка в 6, они у нас поздние. Мы сначала купили квартиру, а потом их завели. Проверялась всегда, как по часам. Маммограммы, анализы, все, что положено. Оля вообще очень организованная. Вела дневник всю жизнь напролет, начиная класса с 8, от руки, в таких толстых тетрадях с пружинами. Закупила этих тетрадей штук 100 или 200, каждый день что-то записывала. Ну, не каждый, но раз в неделю точно. Ну вот, проверялась, и вдруг, опаньки, сразу 3-я стадия. Сделали МРТ, там еще метастазы, то есть 4-я. Операцию делать бессмысленно, прощайтесь. Мы, конечно, туда-сюда, в этот диспансер, в Германию, в Израиль. А в Израиле такой русский доктор говорит: вылечить я ее не могу, поздно, но продлить жизнь попробую. Хотите? Как в гостинице с почасовой оплатой. Продлевать будете? Будем. На сколько? На все. Есть, говорит доктор, протокол химиотерапии, совершенно новый, только-только прошел испытание. Капельница адского яда раз в 3 недели. По цене, конечно, как Крымский мост. А сколько времени делать? А всю оставшуюся жизнь. Сколько организм выдержит. Выдерживает кто год, кто 2, а больше 4 пока не получилось. Химия все-таки, не витаминки. Подписались мы на эту химию. Позже оказалось, что в Москве ее тоже делают, и даже бесплатно по АМС. Надо только найти правильного врача и уговорить. Но действительно, совсем не витаминки. Понятно, почему люди долго не выдерживают. В сам день капельница самочувствие нормальное. На 2-й день плохо, а с 3-го по 7-й только бы умереть поскорее. Тошнит аж, наизнанку выворачивает. Болят все органы, даже кости, вдохнуть невозможно. Ломят все суставы. Все слизистые воспалены, кровоточат. Не сесть, не лечь, не поесть, не попить, не наоборот. А потом 2 недели вроде ничего, до следующей капельницы. И вот в таком режиме она прожила не год, не 2, и даже не 4, почти 11. На ней 3 диссертации написали. Врачи приезжали посмотреть из других городов. Уникальный случай. Плакала, что не увидит, как Юрка школу закончит. А он успел институт кончить, жениться и 2 детей завести. И Юлька кончила институт и вышла замуж еще при маме. Мы с Оленькой полмира объездили. На всех театральных премьерах были и всех гастролях. Раньше-то все откладывали. Копили то на ремонт, то на будущие машины, квартиры детям. А тут мне так стало плевать на деньги. Есть они, нет их. Я мужик, сработаю. Хочешь в Париж? Поехали в Париж. Надо только подгадать, чтобы улететь на 8-9 день после капельницы, а вернуться к следующей. И маршрут выбирать без физической нагрузки. На Килиманджаро нам было уже не подняться. Но на сафари в Кению съездили. Там нормально, машина везет, шрафы сами в окно лезут. «Володя», — спрашиваю, — «как ты думаешь, почему Оля так долго продержалась, а другие не могли? У других ведь тоже дети, всем хочется побыть с ними подольше. Просто повезло или что?»
Повезло, конечно. Плюс правильный образ жизни. Был хороший задел здоровья до начала химии. Но главное, это ее дневник. Она же ответственная. Любое мелкое дело надо довести до конца. Когда начались химии, в очередной тетради оставалось где-то четверть пустых страниц. И когда она плакалась, что больше не может, от следующей химии откажется, что лучше умереть, чем так мучиться, я уговаривал. Вот, допиши эту тетрадь до конца, и тогда я тебя отпущу. Умирай на здоровье. А тетрадь все не заканчивалась и не заканчивалась, так и оставалась исписанной на 3/4. Как это? А помнишь, был такой рассказ «Последний лист»? Там девушка решила, что умрет, когда упадет последний лист плюща за окном. А он все не падал. И она тоже держалась, в конце концов выздоровела. Потом узнала, что этот последний лист не настоящий. Его художник нарисовал на стене. Помню. Мы этот рассказ проходили в школе по английскому. Мы тоже. Ну вот я и решила, а чем я хуже того художника. Устрою ей тоже последний лист. И стал потихоньку вставлять чистые листы в конец тетради, а исписанные из середины вынимал, чтобы тетрадь не казалась слишком толстой, и всегда было 3/4 исписанного, четверть пустого. Она постепенно догадалась, что тут не чисто что-то, но не стала ничего выяснять, восприняла это как маленькое чудо. Так и писала эту последнюю четверть тетради 11 лет. Володь, слушай, я ж типа писатель, мне вот очень интересно, а что люди чувствуют, когда смерть так близко? Что там было в этой тетради? На эту тему ничего. Если читать, вообще не догадаешься, что она болела. Писала про Париж, про жирафов, что у Юльки 5, а Юрка, кажется, поссорился с девушкой. Какой-нибудь рецепт супа из брокколи. А можно я эту историю выложу в интернете? А, валяй. Только понимаешь, люди сейчас не любят негатива. Хотят, чтобы все истории хорошо заканчивались. А давай я не буду писать, что она умерла. Как будто мы с тобой разговаривали не сейчас, а когда Оля была еще жива. А закончу на том, что ей исполнилось 57, а что 58 уже никогда не исполнится, я умолчу. Хорошо? А какая разница? Что если не писать, что она умерла, люди будут думать, что она бессмертна? Читатели не дураки, поймут, что это все равно история со счастливым концом. Не понимаешь ты, Володь, принципов литературы, но дело твое, напишу как есть.